Друзья, всем привет! Сегодня у нас в работе вот этот замечательный мотоцикл BMW K1600 GT. И приехал он к нам аж из Беларуси. Приехал он с проблемой, и проблема эта интересная и нестандартная. Я с таким еще пока на GTL-ах не сталкивался. Это очень интересные звуки в двигателе, стуки в двигателе. Значит, человек еще в прошлом году написал мне, что у него появилась такая вещь. Он еще немного даже доехал со стуком в двигателе. Он путешествовал где-то по России, насколько я помню. И в общем-то, после этого он этот мотоцикл перевозил только на эвакуаторе, потому что искал причины возникновения данного стука. Я предположил, что это может быть шатун, однако не выразил уверенности на 100%, потому что узел, связанный с коленвалом, в принципе, у этого мотоцикла очень надежен. И мне никогда не попадалось никаких подобных проблем, хотя я видел их с достаточно большими пробегами. Здесь у нас заявлен пробег порядка 50 с чем-то тысяч километров. Владелец грешил на то, что стук исходит откуда-то из обгонной муфты, попытался поменять ее, далее попытался поменять корзину сцепления. Почему уж он на них грешил, я не знаю, но все это не помогло, после чего он приготовился к худшему и привез этот мотоцикл к нам. Давайте же послушаем, что за звук там на самом деле этого человека смущает. Надеюсь, вы хорошо слышали стук. Стук явно металлический, что свидетельствует о том, что внутри двигателя есть какая-то неисправность, и эксплуатировать двигатель с такой проблемой нежелательно. Тем не менее, владелец утверждает, что около 100 километров проехал с того момента, как услышал этот звук, и ничего у него не развалилось, кулаки дружбы из мотора не вылезли, а звук сильно громче не стал. Что довольно интересно, потому что, по моему мнению, если бы это стучал шатун, то, скорее всего, 100 километров он бы не проехал. Но кто знает. У меня есть несколько предположений, а дальше вскрытие покажет. Я думаю, что надо снимать мотор. Должен отметить, что после осмотра мотоцикла, то есть он приехал прямо вот в таком виде, без пластика, отдельно к нему еще большая коробка пластика прилагается. Я, кстати, никогда не советую людям так делать, потому что, во-первых, этот пластик занимает много места, во-вторых, когда начинаешь собирать и чего-то не хватает, непонятно кто где и что потерял. Поэтому я предпочитаю принимать мотоциклы либо собранные, либо, если уж привезли без пластика, то, соответственно, и забирайте тогда без пластика, собирайте его сами, чтобы никаких вопросов не было. Так обычно бывает лучше и всем спокойнее. Осмотр двигателя показал, что головка уже снималась. Стоит отметить, что этот мотоцикл вообще привезен из Америки, после чего он оказался в Польше, после чего его уже купил человек из Республики Беларусь. Я думаю, вы понимаете, что 3 владельца в разных странах это уже не очень хорошо. Как минимум 2 по какой-то причине этот мотоцикл продавали, а из Америки мы все прекрасно знаем, что большая часть техники у нас приезжает с аукционов битых мотоциклов и автомобилей. То есть с ним могло происходить все, что угодно. Поэтому обращайте особое внимание, когда вы покупаете мотоциклы с американского рынка, обязательно уделяйте этому особое внимание, прям пробивайте, где, на каких торгах торговались. Там часто есть фото повреждений. Да, иногда это стоит небольшую денежку, и не всегда это просто оплатить с российской картой, но поверьте, оно окупится. Если есть стрём, то лучше не связываться. Там и утопленники бывают, и все на свете. Значит, в данном случае я могу точно сказать, что мотоцикл без дуг, скорее всего, падал на правую сторону. После чего блок двигателя с головкой был, видимо, немножко стесан об асфальт, и это дело подкрашивалось кустарно. А прокладка ГБЦ торчит свежая, новая, потому что она была бы поврежденная, если бы мотор не разбирался. Для чего он разбирался, что конкретно там делалось и почему спустя, кстати, он проехал после покупки 10 тысяч километров, то есть проблема произошла не сразу. Почему спустя 10 тысяч километров произошла такая беда, мы выясним уже при вскрытии. А я пошел снимать двигатель. Итак, подготовка к снятию двигателя у нас в самом разгаре. Я уже разобрал весь верх.
весь низ. Остались сущие мелочи. Дошел до того, чтобы слить масло. Тут у нас, судя по цвету и запаху, залит священный матюль. Итак, друзья, после того, как двигатель был демонтирован с мотоцикла, я сразу приступил к его разборке. Я снял головку вчера вечером, потому что мне прям сильно не терпелось, и увидел несколько интересных вещей. Во-первых, как я уже говорил, я видел, что вот здесь что-то с этим двигателем было, что-то тут локально подкрашивалось, и прокладка явно менялась. Так вот, здесь было все даже гораздо серьезнее, чем я ожидал. Угол был битый, здесь явно были трещины, какие-то разрушения, и двигатель, и головка вареные в этом месте. Более того, плоскость головки шлифовалась, плоскость блока, судя по всему, фрезеровалась. И причем, не похоже это на заводскую фрезеровку. Сколько снято с плоскостей, мы не знаем. Тем не менее, вот этот угол был обработан герметиком, как со стороны головки, так и со стороны блока при сборке. Видимо, все-таки были какие-то вопросики у тех, кто собирал, и они решили подстраховаться, чтобы не потекло. Я, честно говоря, этого герметика не видел, но я не сильно и приглядывался. Он такого же цвета, как прокладка. Более интересно другое. Это то, что я обнаружил достаточно приличный нагар на поршнях. Этот нагар похож на масляный, но в целом, может быть, это и от плохого бензина такое образовалось. Это даже уже не сильно важно. Важно то, что в первом цилиндре и в пятом цилиндре я обнаружил следы прямо явные того, что этот нагар утрамбовывается поршнем на головке. То есть и на головке толстый слой, и на поршне толстый слой, и этот нагар друг об друга бьется. Это уже одна из вероятных причин стука. Только почему такое происходит? Первая вероятная причина, что много сфрезеровали с блока. Вторая причина, то, что, конечно, нагара все-таки многовато, столько не должно быть. Но раз уж я полез... кстати, неявные следы, не такие сильные, есть также и на третьем-четвертом цилиндрах. Значит, по итогу, я думаю, что надо разбирать дальше. Я еще не снимал навесной, я не снимал коробку, генератор, стартер, корзину. Зато снял ГРМ. Мне было очень интересно, что там. Значит, и я обнаружил еще одну интересность. Когда я вращаю коленвал, то есть здесь у нас ГРМ ничего не мешает, все можно спокойно прокручивать прям ключом. Тут у нас, естественно, есть выступание поршней. Кстати, не знаю, насколько оно должно быть большим. Но это даже сейчас не важно. Я пытался шатать на предмет люфта во вкладышах, ничего не нашел. Но когда я вращаю двигатель, он все время крутится плавно. И вот в этой точке я прямо чувствую головкой, что он довольно прилично подклинивает. А потом дальше опять вращается еще оборот. То есть подклинивание происходит четко, ровно, в один и тот же оборот коленвала, в одной и той же точке коленвала. Вот, и опять оно. То есть цилиндр, который пятый, который у нас один из тех, который стучал по головке, здесь находится практически в нижней мертвой точке. Что это и почему так происходит, я не знаю. Поэтому будем разбирать дальше и будем смотреть. Итак, друзья, финишная прямая. Снято оба поддона. И в поддонах много всяких интересных артефактов находится. Там и стружка, там и налет какой-то черный. А еще вот это вот место приварена гайка в месте, где малая сливная пробка. То есть здесь уже полазили и неоднократно. Так что разбираем дальше. Друзья, предварительная дефектовка данного двигателя завершена. Вердикт – это стук поршней по головке за счет того, что на них образовался нагар. Может быть, повлияло также то, что плоскость блока сфрезерована и выступание поршней стало несколько больше, чем то, что было с завода.
Моя версия образования этого нагара скорее в плохом топливе, нежели в расходе масла, потому что не похож этот нагар на масляный. Масляный нагар немножко все-таки по-другому выглядит. Плюс точно такой же нагар у этого мотоцикла на впускных клапанах. Этот двигатель в достаточно хорошем состоянии, на удивление. То закусывание, про которое я говорил при вращении коленвала, ушло после того, как я снял навесное оборудование, а в частности корзину сцепления и коробку. Я специально покрутил коленвал перед тем, как его располовинить, чтобы понять все-таки, в чем причина. Так что закусывание все-таки относится к навеске и, возможно, даже не является чем-то фатальным. На удивление, вкладыши этого двигателя оказались в хорошем состоянии, и коленвал тоже не имеет никаких явных признаков повреждений. Безусловно, когда-то этот мотор уже разбирали. В итоге мы имеем комплектный работоспособный двигатель, который, если собрать обратно так же, как он был собран, будет работать, если только почистить нагар. Будет работать он до того момента, пока этот нагар не образуется снова. Что мы будем делать дальше с этим мотоциклом, я пока не знаю. Это решит владелец. Я распишу ему все нюансы данной диагностики. В общем, в любом случае, как-то мы будем этот мотоцикл собирать, потому что уедет он от нас, я думаю, своим ходом. И будет это достаточно скоро. Именно поэтому я, кстати, редко показываю сборки, потому что разборка и дефектовка лично в моих глазах всегда интереснее, а сборка — это все-таки более ответственный процесс, когда в него погружаешься и не очень хочется отвлекаться на съемку. Максимум внимания требуется, чтобы собрать хорошо, ничего не забыть прикрутить и так далее. И, честно говоря, не до съемок. Все-таки для того, чтобы качественно отснять сборку и не потерять в качестве, лучше иметь оператора. В любом случае, я думаю, что случай интересный и нестандартный. Я думаю, что мало кто сталкивался с таким, чтобы поршни стучали по головке, еще и просто из-за нагара. Безусловно, я встречал даже такое, что двигатель, который долго валялся, у него осыпался нагар как-то в углу, и даже двигатель клинил из-за этого. Я один раз так 2 головки снял на V6 на автомобильном, но такого, чтобы подобное было на мотоцикле, я не видел еще никогда. Друзья, вынужден сделать вставочку, потому что диагностика этого мотоцикла была проведена мной неверно. Сейчас он уже стоит готовый, и за ним буквально через пару часов приедет владелец. Прошло достаточно приличное время с момента, когда я записывал первоначальное видео, может быть, пара-тройка недель, и я выбирал новое окно, новый подъемник, заново снимал мотор, потому что после сборки, когда владелец принял решение собирать просто, чтобы не было стука, почистить весь нагар, я немножко на пару десяток занизил поршни, думая, что вся проблема решится, предполагаю, что блок фрезерован, просто и в этом проблема. Собрал двигатель, и, соответственно, стук никуда не делся. Стук прям четко прослушивается в районе 5-6 цилиндра. Что это, я понять не могу. И двигатель я, видимо, буду еще раз разбирать старый и исследовать уже зимой, когда, может быть, надеюсь, у меня будет время. А сюда я просто установил другой низ мотора, который лежал у меня достаточно давно. Он живой, хороший. Так получилось, что там головки нету, там ничего не варено. То есть мотоцикл стал однозначно лучше. Это факт. Головку мы оставили родной, потому что, мотор в сборе — это очень дорого, а низ, в принципе, стоил вменяемых денег. Естественно, первоначальную цену за переборку мотора я убрал. То есть человека я не возьму этих денег. Также я не возьму денег за расходники, которые мной были использованы изначально, потому что это результат моих ошибочных действий и моих ошибочных выводов. Все свои ошибки я всегда стараюсь признавать и всегда стараюсь их, так скажем, устранять, чтобы это не было болезненно для клиента. Если в этом действительно есть моя вина, значит она есть. Тут уж что поделать. Значит, двигатель отлично заводится, работает. Вот я думаю, что сейчас будет хорошо слышно.
В общем, все классно и прекрасно. Самое смешное, что мистика в том, что стук абсолютно шатунный, но при этом там достаточно хорошие вкладыши, хороший вал и никаких явных повреждений там нет. То есть это и не ГРМ, потому что ГРМ стоит тот же самый, да и ГРМ я проверял методом закручивания своего самодельного ручного натяжителя цепи. Когда-то с таким я на гантели тоже экспериментировал, потому что на самом деле вот эти мои рекомендации менять ГРМ регулярно, они связаны с тем, что я достаточно глубоко исследовал этот вопрос. Многие начинают мне писать комментарии, там, чисто поверхностно в этом вопросе разбираясь. Я как бы анализировал мотоциклы, на которых перескочило, сравнивал растяжение цепей, сравнивал последствия. То есть у кого-то прокатило поменять клапана, у кого-то прокатило поменять двигатель после этого и так далее. То есть бывает ломает постель, постель меняется с головкой, головку проще всего найти в сборе с мотором. А это как бы 200, а то и 250 плюс тысяч рублей на сегодняшний день. И если у вас мотоцикл там стоит 1900 по рынку, то есть это уже довольно ощутимая часть его цены, поэтому гораздо дешевле 40 тысяч рублей отдать за ГРМ и все. Здесь мы, кстати, поставили новый комплект башмаков ГРМа, так пожелал владелец, то есть цепь оставили, натяжитель оставили, но хотя бы башмаки, которые явно были сильно изношены, мы сохранили. Пробег здесь около 60 тысяч. Но тут, я говорю, вполне вероятно, что все проблемы – это следствие ДТП, следствие сварки. И на самом деле, учитывая нетривиальность данной проблемы, нераспространенность данной проблемы, я склоняюсь к тому, что нужно брать этот блок цилиндров, разбирать его и вести его в цех на промер постели. Очень может быть, что постель кривая. Хотя колено и не клинит, и какого-то неравномерного износа вкладышей нет. Но очень может быть, что это вот просто вылезли те последствия аварии. Потому что, глобально говоря, там стучать-то больше нечему, потому что вся навеска, там типа обгонной муфты, корзины, была поменена еще владельцем. То есть до того, как привезти мотоцикл к нам. Стук-то появился чуть ли не год назад. И сначала человек пытался как-то своими силами в Белоруссии найти причину стука. Потом копил деньги, потом привез его нам. То есть он привез его изначально с мыслями, что скорее всего придется менять мотор. Но я вот решил попробовать разобраться, и как итог нажил себе просто дополнительного головника. Но ничего страшного, это опыт, который стоит очень-очень дорого, и в конечном итоге он очень сильно помогает в дальнейшей работе. На камере сейчас не видно, но там вот на подъемнике у нас меняется мотор на C650 GT. И на втором подъемнике у нас стоит гантеля 2021 года с ремонтом задней передачи, уже рестайловая, красивая. В общем, работа кипит. Кстати, мне тут написали один такой немножко едкий комментарий, что парень в захламленном гараже, грязном, рассказывает про то, какие там BMW плохие или что-то такое. Видео выходило недавно, когда я рассказывал про нюансы водяных гусей 2013 года. Так вот, ребята, да, вокруг меня может быть не супер красивая картинка. Да, это простой гараж, хоть и большой, но гараж. Я прошел достаточно длинный путь перед тем, как оказался здесь. У меня это 5-е место, где находится моя мастерская по счету. И как бы я не горжусь помещением, в котором я нахожусь, но после череды переездов, которые проходили очень больно, это хотя бы что-то, что есть у меня свое. То есть я этот гараж не арендую, я этот гараж купил. Я его купил безумно дорого, и я считаю, что это как на 5 лет вперед оплатил аренду, но тем не менее есть какой-то шанс, что мы здесь просидим чуть больше 2 лет, потому что в среднем 2 года и переезд у нас было. Ну вот 3 года уже будет в августе. Поэтому да, может быть у нас маловато места, может быть у нас иногда бардак, и это можно наблюдать на видео. Я этим совершенно не горжусь. То есть, особенно когда мы погружаемся просто с головой в работу, когда работы очень много, там условно какой-нибудь старый двигатель остался от скутера, мы его отложили в угол, и разбираться с ним порой можно будет только зимой. Там вот у меня до сих пор лежат за кадром остатки разобранного скутера, от которого уехал мотор.
И, собственно, ну вот это все разбирать мне пока просто некогда. Да, мне самому неприятно на это смотреть, мне самому неприятно в такой атмосфере работать. Но знаете, платить за аренду хорошего, красивого помещения там 150-200 тысяч рублей в месяц, без какой-либо гарантии, что тебя прямо завтра вот пинком не попросят оттуда освободить помещение за неделю, ну, это тоже такое себе. Я сидел в 2 таких помещениях, и пока что в текущих условиях мне здесь комфортнее. Может быть, на что я очень надеюсь, мастерская Антоха Гараж все-таки преодолеет очередной кризис, соберет достойную команду классных и увлеченных людей, расширится и сразу же переедет в более приятное помещение с совершенно другими принципами работы и принципами организации. Надеюсь, это обязательно произойдет. Вы мне также пишете постоянно, что Антоха, расширяйся, там все дела, такая очередь на полгода, это никуда не годится. Я бы с радостью, ребята, прямо честно. Но пока, несмотря на 2 профильных образования, то есть я и менеджер, и MBA, то есть у меня есть все задатки руководителя сервиса, но я, к сожалению, не вижу себя руководителем, я механик. Это факт. И, к сожалению, заниматься чисто управлением, не увлекаясь механикой, мне неприятно и не прикольно. Поэтому все пока что вот так. А для того, чтобы развить сервис из этой точки, ну вот прям до такого уровня, чтобы было прям огонь, как я мог бы и хотел бы, у меня просто элементарно не хватает мозгов. Поэтому имеем то, что имеем. Я побежал работать. Желаю вам, чтобы ваши мотоциклы никогда не ломались. Лайк, колокольчик, подписка. Вы все знаете. Пишите обязательно любые свои мысли в комментариях. Всем удачи на дорогах. Всем пока.